Здравствуйте, мои друзья! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на кухню. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусную лимонную выпечку. Будет это лимонно-кокосовый пирог. Готовится он очень просто. Я предлагаю приготовить безмолочный вариант. А если вы впервые у меня в гостях, оставайтесь, вы сможете увидеть, как это действительно очень просто готовить. Прежде всего нам нужно снять цедру с одного лимона. Она нам понадобится для теста. И также для крема нам нужно выжать сок с 2 лимонов. Общее количество жидкости для крема нам нужно 250 мл. Поэтому нужно приготовить холодную воду чистую, чтобы разбавить лимонный сок до нужного количества. В ковшик с толстым дном выкладываем 70 граммов сахара, 25 граммов кукурузного крахмала. Все размешиваем. Я еще добавила щепотку лимонной цедры для аромата. Добавляем 1 яйцо, все размешиваем. Пошаговый рецепт и в граммах, и в стаканах вы сможете увидеть в описании под видео. Разбавляем нашу массу, полученную лимонным соком, и ставим на средний огонь заваривать крем. Все время помешиваем. Когда появится пар, убавляем огонь до минимального и завариваем густой крем до первых бульков. Убираем с огня. В крем мы добавляем 20 граммов кокосового масла. Для молочного варианта можно заменить кокосовое масло на сливочное масло. Все размешиваем, перекладываем крем остывать в миску и накрываем пищевой пленкой в контакт, чтобы он не заветрился, пока будет остывать. Готовим тесто: 3 яйца, щепотка соли, 150 граммов сахара. Просто венчиком все размешиваем до однородности. Миксер нам здесь не нужен. Когда масса станет однородной, добавляем 100 мл растительного масла без запаха. Все размешиваем и вливаем 100 мл кокосовых сливок. В молочном варианте можно их заменить йогуртом или сметаной. Все размешиваем. Добавляем столовую ложку лимонного сока, цедру лимона и всыпаем 50 граммов кокосовой стружки. Все размешиваем. Также сухие компоненты нам нужны: 200 граммов мука и 10 граммов разрыхлителя. Просеиваем сухие компоненты в миску к жидким компонентам и замешиваем тесто венчиком или лопаткой. Как видите, все просто. Посмотрите, какой по консистенции получается тесто. Оно как бы лентой стекает с лопатки. Форма у меня 22 сантиметра диаметром, и дно и бока я выстелила пекарской бумагой. Выкладываем полностью все тесто и разравниваем его. Крем у нас остыл, я его для удобства перекладываю в кондитерский пакет. Очень удобно распределять тесто по тесту крем при помощи такого пакета. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк, это поможет продвижению видео, его увидит большее количество зрителей. На крем мы высыпаем столовую ложку миндальных лепестков и столовую ложку кокосовой стружки. Духовка у меня заранее разогрета на 180 градусов, режим вверх-вниз. Будем печь наш пирог до румяности 40-45 минут. В моей духовке он пекся 45 минут. Я нашла место, где нет крема, и проверила готовность на сухую деревянную шпажку. Даем пирогу полностью остыть в форме. Только после этого убираем форму, убираем пекарскую бумагу, выкладываем наш пирог на блюдо. И сейчас мы его будем разрезать и пробовать. Посмотрите, какой он красивый, какой он нежный, высокий. Режется пирог прекрасно, он мягчайший. Посмотрим, какой он получился в разрезе. А в разрезе у нас получилось, посмотрите, какая красота. Низ румяный, тесто пропеклось, красивый крем такой прозрачный. Пробуем. Друзья мои, это фантастически вкусно. Я уверена, что любители лимонной выпечки будут в полном восторге. Приготовьте.